Давно вы почувствовали боли в области сердца? Я не спала много. Так. Вдохните. Глубже. Угу. Что вы говорите? Не спали. И что? Когда все это произошло? В общем, когда мы расстались. Чуть, пожалуйста, спиной к стенке прижмитесь. Угу. Расстались. Так. Хорошо. Я очень много переживала. Даже сейчас. Одну минуточку. Да. Ну, сколько можете ждать? Не, ребят, я сейчас не могу. То есть, как это не Я могу? вообще не уверен, стоит ли мне ехать. Да. Значит, Инна не поедет, за ней Лена не поедет. Ну ладно, ладно. Ты о товарище подумал? Ну, я буду минут через 15. Ну все, пока. Ждем. Пока. Евгений Арсеньевич, почему бы вам все-таки не взять щенка, а? Вы не представляете себе, сколько радости. Ну, кто же его будет кормить? Господи, ну сколько ему нужно. Нормально. На все надо смотреть глазами спокойнее. Может быть. Пройдет время, сами будете жалеть. Евгений Арсеньевич, все? Да, все. Я могу уйти? Да, пожалуйста. Домой? Еду за город. А насчет щенка подумайте. Я просто боюсь, что он попадет в плохие руки. До свидания. Одевайтесь. До свидания. Так. Короче говоря, вам нужно взять себя в руки. Органических изменений в сердце нет. Пульсация ритмичная, кардиограмма хорошая. По-видимому, все это нервного порядка. Я понимаю осложнения после гриппа, переутомления, неприятности по работе. А портить нервы из-за, ну, по меньшей мере, нерационально. Вам можно позавидовать. Извините, доктор, я вас задержала. До свидания. До свидания. По сведениям метеоцентра, завтра в республиках Прибалтики, в Ленинградской и Калининградской областях, а также в Карелии, сохранится морозная погода. Температура минус 15-17 градусов. В Молдавии и южных областях Украины ожидается потепление. В Москве и Подмосковье ясная солнечная погода. Температура 3-5 градусов мороза. В последующие дни в связи с вторжением циклона из северо-западного района Атлантики ожидается увеличение облачности, усиление ветра до порывистого, обильный снегопад метели. По области возможны снежные заносы. Такая погода удержится до конца недели.
Может, ты все-таки поедешь? Ну что ж, так и будешь торчать в этой крупноблочной цивилизации. Не, Кость, надо хоть когда-нибудь тему застолбить. Не тяни ты его, Костя, ему действительно надо работать. Работа, есть работа. Работа, всегда. Ну, договорились, созвонимся в понедельник. Как хочешь. А, знаем мы эту работу по воскресеньям. Берется какой-нибудь коньяк, раздает чей-нибудь звонок. Ну, поедем, Никитин. Ой, Леночка, я бы с удовольствием, если б не нога. А девушки тебя будут на руках носить. Ты знаешь, а вот Инна говорит, что разлуки сближают. Не с тем, с кем разлучаешься. Кончайте лирику, счетчик работает. Старик, черт обязанности. Да здравствует права. Не мудри. Ой, ребят, может и правду поехать, а? Я бы вам таких шашлыков нажарил. Продукты в багажнике, садись. Не, работа есть работа. Пока. Здрасте, Евгений Арсеньевич. Здрасте. Что это с вами? А, иду, вдруг бах сверху и прямо по ноге. Лед, что ли, с крыши? Метеорит. Сдал в музей, изучают. Понятно. Здрасте, Евгений Арсеньевич. Здрасте. Что это с вами? Да вот пригласили сниматься в кино на роль Тамерлана. Хожу, тренируюсь. Да? Что у вас? Да гвоздь там, посмотрите. Минуточку. Машины да, изнашиваются. Человеческий организм где-то гуляет. Тем более. А что это за жизнь? Копчености нельзя, жареного нельзя, остренького тоже нельзя. Каблучки на бойке. Заплаточки ваши еще сохнут, подождите. Все так же пишет записки. У вас найдется такая пряжка? Коричневые ботинки. Сейчас. Ну, такая. Обязательно приходите завтра. Спасибо. Будут готовы. Вам почистить? Нет, спасибо. Говорить с мастером. Товарищи, не все сразу. Девушка! Девушка, вам не нужен щенок? Щенок? Ну да, молодая собака. Довольно хорошей породы. Вот такая. Не, во, точно. Вы, наверное, шутите. Не. А почему вы меня спросили? А вы разве не любите животных? У меня был хомяк. Да. Круглый такой, знаете, чуть побольше мышонка. И живет в ведре. То есть у меня он жил в ведре. А щенок, я бы его купила, но я живу в общежитии. А сколько стоит? Я вам подарю. Правда? Да. Я даже не знаю, что вам ответить. Может, кто-нибудь из девчонок согласится пока? А я бы его кормила. А это он или она? Это я. Она вот пошутила опять не кстати. Девушка, ну не сердитесь. Я просто подумал, как ему повезло и позавидовал. Чего же в этом плохого? Кому повезло? Джеку. Ну, понимаете, его зовут Джек, а меня зовут Женя. Мы с ним тезки. Он вам понравится. Вообще-то он добрый и малый. Я просто боюсь, что он пойдет в плохие руки. Какие плохие? Но есть там один человек, у которого плохой характер. А у вас хороший характер. Но если вы подождете буквально... Нет, я не могу, меня ждут дети. А, ну я понимаю, дети, муж, хозяйство, да? Да нет, вот там, на горке. Да тогда я вас там найду. Ладно? До свидания. До свидания.
Хорошо было за городом. Стояло лето. На полях золотилась рожь, овес зеленел. Сено было сметано в стога. По зеленому лугу А правда, что мороженое делают из снега? расхаживал длинноногий аист и болтал. Только из совсем особенного язык он снега. выучился у своих. Из сладкого. Чаще А где пробовал бывает также сладкий глухой снег? О, далеко. В пустыне Сахара. По утрам идет снег рафинат, а вечером сыплет сахарный песок. А вот и нет, сахар делают в магазине. О, Сарик, молодец, все знаешь. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот за девочкой не пришли, мне нужно отвезти ее домой. А вы идите, у вас, наверное, есть дела. Ну, теперь главное дело в А моей Петю жизни взяли уже. возвращать родителям невостребованных детей. Успокойся, папа, наверное, на работе задерживается. А мама стоит в очереди за бананами. Моя мама давно умерла, бананы я ненавижу. А что такое ЖКО? Это жилищный кооператив. А пап твой кто? Вертолет. Ну тогда все ясно. Сегодня сильный встречный ветер, и все вертолеты задерживаются. Но твой папа сейчас уже мчится верхом на такси. Как это верхом? Вот так. Опа. Ну смотри, нигде папы не видно. Вон мой папа. Чего ты так поздно? Не плакала? Вы извините, у нас ремонт. Готовимся ничего, к весне. все нормально. Здрасте. Здрасте. А вы, наверное, вместо Клавдии Васильевны? Да, она в отпуске, а я на практике. Ну как она? Хорошо. До До свидания. свидания. А что такое герои века? Это герои 20 века. Только римскими цифрами. Проходите, Евгений Алексеевич, пожалуйста. Как вы себя чувствуете? Лучше. Но я бы хотела еще раз к вам зайти. Пожалуйста, в любое время. Приходите сюда, пожалуйста. А вообще, я бы вам посоветовал сменить место работы. Так это же наше кафе. Ну да, только с другой стороны. Раздевайтесь, пожалуйста. Смешно получилось. Тамарочка, строит на пару столик, Сейчас быстрее. постараюсь. Я ведь не собиралась и не одета совсем. Да вы прекрасно одеты, если бы вы знали, как это не важно. Смотрите, какая очередь. Да. Ну, естественно, пятница вечером. Идемте. Женя! Средь шумного бала. Совершенно случайно. Старик, ты же за городом. У Кости не москвич, а музейная редкость. Отъехали километров на 7 и заглохли. Ну, кто куда, а я к телефону. Мой уикенд, знакомьтесь. Люда. Доктор Крич. Маша. Ну, а они? Откуда я знаю, может, до сих пор чинится. Ну, ребята, вы уже, да? Ну, в общем-то, да, Женя. На 2 слова. Прошу вас, просто извините. Это важнее для него, чем для меня. Простите. Старик, шайн за мульти. Одно знакомо. В общем так, сегодня я созвонился с профессором Одинцовым, он сказал, что готов тебя принять. Вторую неделю на шансовое письмо. Все всплыло и бросить. Я вообще могу взять спичку постороннего человека, а потом положить к себе в карман. А, да, у меня. Наш пальто, пожалуйста. Я замерзла.
Ой, да перестань ты, Женька. Будешь разрабатывать методологию к плакатам, давать указания поэтам и художникам. Писать за него отчеты. Да. Ага. И получать за это 200 ре в месяц. Делать кандидатскую. На тему «Мытье перед едой рук спасет нас от холерных мух». Да, да. Девушка, это правда говорят, что на 10 девчонок по статистике 9 ребят? Девушка, пойдемте с нами. У нас компания веселая, большая, Очень хорошая компания, вместе погуляем. И не стыдно, девушка. Люди целый час на морозе стоять, а вечерним ходом пользуются. Ну, конечно, конечно, как всегда. Не надо. Одну минутку, товарищи, пока нет мест. Я вас приглашу. Потерпите, пожалуйста. Да, когда я приехал днем, чтобы заказать столик, встретил Ольгу Сергеевну с мужчиной. С мужем? Нет, ну что-то, она очень смутилась, когда меня увидела. Ну, а теперь смотрите. Да не сюда, а вот куда. Так, теперь упритесь мне в грудь. О, не так сильно, Маш. Так, а чуть на себя. Ну что, видно? Видно, видно, да. Это вот ребра. Вот они. Да. Такие темные полоски. Ага, вижу. А это легкие. Видите? Вижу. Ну, а сюда ближе к середине это сердце. Да оно совсем не похоже на сердце. Смотрите, как оно работает. Ага, очень здорово. Так. Ну, что вам еще показать? А вот что там такое, пятна какие-то темные? Это пуговицы. Ну что, интересно? Очень интересно. Или не очень? Очень-очень интересно. Так, ну а теперь самое страшное. Марья Антоновна, вы мне нравитесь. Перестаньте. Ну а теперь, пожалуйста, сюда. Так, вот пытаюсь заниматься наукой на этой бандуре. Хотя делать это в районной поликлинике все равно, что собирать самолет в жестяной мастерской. Так, ладонь, пожалуйста, сюда. Правую или левую? А, все равно. Вот так. Опа. Внимание, внимание, Маша. Внимаю. Готово. Кстати, почему вы ушли из кафе? Не знаю. Это было так неожиданно. Мы поступили нехорошо. Это то, что я вас оставил одну? Но у меня действительно был серьезный разговор. Есть люди, они даже за коробкой спичек не могут пролезть без очереди. Ну, значит, вы абсолютно здоровый человек. Честно говоря, я не очень-то и поверила, что вы врач. Наше уличное знакомство... Даже во времена наших бабушек уличное знакомство не считалось преступлением.
Так, сейчас мы выпьем, и в основном закусим. За доверие. А у вас интересная специальность. Только вам, наверное, ужасно надоели люди, да? Ребра такие некрасивые. Да нет. Наоборот, как ты проникаешься к ним сочувствием. Правда, попадаются отдельные экземпляры. Тут ко мне пришел один товарищ. Я говорю, нет у вас язвы. Он говорит, как нет, должна быть еще лучше. Спасибо, я ужасно проголодалась. Я это чувствую по себе. Да. Ты, говорит, разожги пошибче свой аппарат. Не экономь, понимаешь, на людях электроэнергию. А я не думал, что вы такая веселая. А я что, вы такой серьезный? Сейчас. Извините, Евгений Арсеньевич. Понимаете, тут женщина прибежала, плачет, муж умирает, а наши все на вызове. Просто не знаю, что делать. Может быть, вы сходите? Тут недалеко, корпуса. В старом доме. Скажите, девушка, а он хороший врач, понимающий? Ну, вообще, Евгений Арсеньевич пользуется доверием. Вы знаете, я так испугалась. На него просто было страшно смотреть. Скажите, доктор, только честно, это не инфаркт. Слушайте, возьмите себя в руки и выбросьте все из головы. Вы же мужчина, еще не снятый с воинского учета. У вас обыкновенный вегетативный невроз. Вообще нельзя же сдерживать эмоции. Подлецу надо говорить, что он подлец, а не держать этого в себе. Вот если бы вы сказали все, что вы о нем думаете вашему Прохорову. Порохов? Да. Вы не лежали сейчас вот в таком положении. Легко сказать, доктор. Ничего. Давление приходит в норму. Доктор, только вы не уходите сразу, пожалуйста. А то и вы, сестра, у вас такое милое, успокаивающее лицо. Если вы заметили, какое лицо у сестры, значит, самое худшее миновало. Ну что, мы обязательно посидим. О, да вы не сердечник, вы просто сердцеед. Ого, ты уже смеешься, да? Угу. Вы знаете, на работе он молчит. А дома все выплескивает на меня. Я умру раньше тебя. У меня просто больше нет сил, понимаете? Хорошо, я тебе обещаю, вот при докторе, что с сегодняшнего дня все пойдет по-иному. Он всегда так говорит. Да нет, если бы этот Порохов хотя бы по-человечески. Перестаньте вы накручивать сами себя, ну. Опять раскачаете себе приступ. А вы знаете, я недавно в «Науке и жизни» читала, что в Японии можно заказать манекен резиновый с лицом твоего врага. И если у тебя накипело на душе, можешь дать выход. Бить его, пинать, вообще все Представляете, а на работе у вас с этим самым Пороховым отличные отношения. А если я приду домой в хорошем настроении? Мне что, с ним чай пить? Но в этом есть что-то нехорошее. Нет, почему? Вполне современно. Вообще-то, и это осень, даже хорошо. Зачирикал. Ну, прекрасно. А вы лучше вспомните, что в вашей жизни было такого интересного, веселого, а? Это может быть странно. Война. Можно мне присесть? Да, конечно. Осторожней, ну куда ты, ну осторожней. Мы были молоды, и все тяжелое такое, знаете, страшное куда-то отходит. Интересно. Забывается. Какие молодые. Да. Вы не поверите, доктор? Ведь я был лучшим Гитлером Второго Белорусского фронта. Как Гитлером? А вот так. Хай! У нас был фронтовой ансамбль. У меня была пантомима целая о Гитлере. Ну, там Гитлер где-то был. А потом это... Зина, ну как это вспомнить? Спасибо, Гитлер. Спасибо, Гитлер, что ты умеешь Бежать, да. Ну, а так под занавес у меня был такой коронный номер. Зина, дай инструмент. Ну, перестань, Ну, дай, мне уже Дайте, ему даже полезно, дайте. Вот, когда исполнял я этот номер, тут уж все, и солдаты, и генералы, все в повал. Это был битый номер. Спасибо. Ну, перестань. При галстуке, в коричневой рубахе, весь в орденах, войдя в имперский зал,
фон Боку и фон Клейсту, трясущимся от страха, он грозно, как Бонапарт сказал: я усики не брею, железный крест имею, я Гитлер, Шекельгрубер, вождь Юзер, фатальнам, пари-пим-пара, пари-пим-пара, перебери-бум. Там еще что-то, я все не помню, конечно, сейчас, но было еще что-то такое замечательное. Ну как же, это самое, Вольга, Вольга. А, Вольга, замечательно, сейчас. Ага, сейчас. Шел я к Волга летом жаркий, чтоб напиться из река. Und не ждал я ein подарка от донского казака. Донор-ветер, осень-ветер, 1200 километров. Зимой под Сталинградом коленкою по шее. По фюрерскому заду я крепко получил памери-пим-пар, памери-пим-пар. Перебери-бум. И тут мне наш ударник давал по известному месту, штаны, конечно, падали, обнажались две свастики. Что творилось с публикой, товарищи? Ой, сам командующий армией его целовал. А ты помнишь, как к тебе приезжал обмениваться опытом этот самый, как его, с первого украинского? Чидоренко. О, да. Ох, тоже был замечательный Гитлер. Да, тоже очень талантливый. Тоже, но у него со вкусом, наверное. Да, немножко. Да. Погиб. Да, погиб. Вот тогда-то она в меня и влюбилась. Если бы она знала, что я стану плановиком, неврастенником. Да, а не эстрадным артистом. Женщины влюбляются в нас, когда мы молоды и талантливые. Главное, талантливые. Ну, вот, Ничего. Я вам ручаюсь, что вы доживете до утра. 1999 года. О. Ну что вы, я живу прозаической жизнью, училище, общежитие, но в кино иногда сходим. Понятно. Значит, завтра устраиваем большой выходной день с фейерверком, аттракционами. А, кстати, вы никогда не были в музее пожарного дела? А разве такое существует? Не знаю. Значит, договорились, встречаемся завтра в 6 утра. Чтобы успеть занять очередь? Именно. Не холодно. Серьезно, в 6 вечера у сапожной мастерской. Договорились? Хорошо. Автобус идет в парк. Между прочим, наш Гитлер сегодня мог концы отдать. Пазма, резкое изменение давления, плюс страх. Вообще, люди чаще умирают не столько от самой болезни, сколько от страха. Правда? А вы удивляетесь, почему я так часто шучу? Я начинаю привыкать. Какой ветер, а? Ой, кажется, автобус. Хорошо, но если этот парк, тогда пропали. Автобус идет в парк. Так, что будем делать? Подумайте, чего? Взрослый и, в общем-то, занятой человек. Полдня ходит со случайно встретившейся ему девчонкой. Беспрерывно острит. Лишь бы не показаться ей скучным. Бывает, что ничего не знаешь о человеке. Только его улыбку, манеру щурить глаза, поправлять волосы. Этого достаточно, чтобы... Маша. Ну как вы там, Маш? Согрелись? Ага. Теперь я вам спать не дам. И что там мои девчонки подумают? Ну а что они подумают? Вот вам комната с тахтой, кипяток. Ага, спасибо большое. А мне кухня с раскладушкой. Да нет, спать не хочется. Давайте жарить яичницу. Нет, спасибо. Можем послушать музыку. А у вас хорошая музыка. Это все из-за меня. Да ну что вы. Олег Николаевич. А книг у вас сколько?
А вот в романах прошлого века, когда девушка приходила в дом к молодому человеку, это был героический шаг. Ну а сейчас это следствие нерегулярной работы городского транспорта. Хорошая у вас квартира. Только запущена немного. А давайте я уберу, а? Ну что вы. Нет, ну правда, хоть пыль смету. А может, мы лучше сядем и спокойно поговорим? Ну? Расскажите мне вашу историю. Итак, я появилась на свет в тихом городке. Можайске. В семье родовитого, но обедневшего. Железнодорожник. Я была единственным, любимым. Третьим. У меня еще 2 сестры. А детство мое прошло. Да, детство прошло. Кончила школу. Учусь в педучилище. Ну, естественно, собираетесь сеять разумное, доброе, вечное, да? Да. Только не пойму, почему вы над этим смеетесь. Да нет, я просто подумал. А у вас, наверное, все интересней. Да, конечно. Да, то же самое. Родился, учился, последние 3 года живу жизнью сердца, легких, позвоночника. А вообще очень рад, что не пришел автобус, что вы у меня в гостях. Женя, я с 6 утра на ногах. И немного подремлю. Вы не обидитесь, ладно? Обязательно обижусь. Маша, вы не спите? Вы только не беспокойтесь, у меня там сигареты, я умираю курить. Ну что вы делаете, Маша? Я тут согрелась. Да. Кажется, я нашел ключ к нашим взаимоотношениям. Закрывайтесь, спите нормально. Ну как вы там, устроились? Зря вы меня испугались. Ведь если есть 2 человека, им хочется быть вместе, то никакие ключи не помогут. Верно? Встретиться в этом городе событие почти невероятное. Ну, не знаю, как вам, а мне кажется, здорово повезло. Марья Антоновна. А я сразу не поверила, что вы врач. Я немного подремлю. Вы не обидитесь? Я родилась в тихом городке. Можайск. А, героиня Хоховека, А здорово. мы в кино идем. Здрасте. Здрасте. Гуляете? Дышу. А вы тоже с нами идете? Если ты не против. А почему Марья Антоновна не дышит? Как не дышит? Она дышит, только пока отдельно. А почему у вас усы растут? А? Птички весело поют, До свидания. почки. Скоро расцветут первые цветочки.
Бывает, что ничего не знаешь о человеке. Только его улыбку, манеру щурить глаза, поправлять волосы. Но этого уже достаточно, чтобы... Пошли, 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 пошли. Быстро, быстро, быстро. быстро. Вера Ивановна, давайте я за вас подежурю. Правда? Господи, куда же мне? Может, в химчистку сбегать? Или лучше в кино пойду, а? Куда? А ну давай, давай. Или лучше в ГУМ сбегаю. Там, говорят, японские свитера выбросили. Погуляешь? Подумайте. Ничего, взрослый. Я, в общем-то, занятой человек. Полдня ходит за случайно встретившейся ему девчонкой. Беспрерывно острит. Лишь бы не показаться ей скучным. Ой, Пожалуйста. простите, я, кажется, ошиблась. Когда вы себя плохо почувствовали? Ну, 3 года назад, вот в августе. Дышать стало нечем, даже лежать не могла. Боли в области сердца ощущаете? Да, и под лопатку отдавала, рука левая отнималась. Ну что, ну, много раз вызывали неотложку, кололи. Понятно, понятно. А как печень не беспокоит? Как жирного поем, так сразу. Плохо сплю. Вы, наверное, работаете, а я вот билеты взяла в кино. Мне почему-то захотелось увидеть вас еще раз. А почему разберусь? Тебе еще рано? А я на первую пару вообще не пойду. Маш! Яйца и пельмени за окошком. Вот тебе телефон на работу. Ключ положишь под коврик. Ясно? Звони. Пока.
перестали, девчонки. Я просто его люблю. И он меня любит. Какой? Очень хороший. Он вам понравится. Да нет, просто я его жена. Да, жена. Женя, ты уже дома? А я в дальнюю булочную ходила, в нашей вчерашней. А ты что, Маш, чемпионка, что ли, да? Да просто, это я в 7 классе бегала. А. Ты голодный, наверное. Да нет, я купил там пельмени, Давай, там иди колбаски. мой руки и садись за стол. Я убралась тут немножко. Тебе нравится? Нравится. Так пока непривычно. А в общежитии что было? Это вообще. Девчонки, я стала собираться, сметанки положить. А девчонки просто обалдели. Петрушку. Сама варила, да? Конечно. Ой, какая ты скрытная, все сумела скрыть. А разве я скрытная? В общем, наплела им с 3 короба, запуталась совсем, потом взяла и все рассказала. Они говорят, какая ты легкомысленная. А я им сказала, ну ничего вы не понимаете. Потом поплакали немножко. Правильно им сказала? Как в лучших образцах русской лирики. В училище не ходила, конечно. Как твои грудные клетки? Да, слушай, я же тебе принес. Сейчас я тебе кое-что покажу. Сейчас. И смотри. Делаю 1, делаю 2, делаю 3. Это я. А. Неужели ты меня еще любишь после этого? А что я нашла? А, что ты нашла? Что я нашла? Че? Что я нашла? Может, я все по-глупому сделала? Прямее держитесь. Глубоко вдохните. Полностью выдохните. Можно переходить к водным процедурам. Всего хорошего, товарищи.
Здрасте. Ну ладно, Маш, иди, а то ты опаздываешь. Нет? С открытой шеей ходит. Привет, Никитин. Привет. Кто это? А, это та самая, которая с речь шумного бала. Совершенно случайно. Прелестная пациентка. У нее подруга есть? Есть. Скажи, пожалуйста, почему я не знал? Ты знаешь, что вчера случилось у хирурга? Ой, господи, да, ну что еще? Да, Женю пригласили в институт санитарного просвещения. Да ну? Ага. Там больше платят, и кандидатскую легче защитить. Это очень хорошо, конечно, но вы знаете, я против. Да, Женя не такой. Это не для него. Ой, да что это я все себе? Как ваш муж себя чувствует? Спасибо, ничего. Значит, пришла, поставила чемоданы и живет. Молодец. На это надо обязательно посмотреть. Ты зря ее моришь, она действительно редкая девчонка. Ну что-то, разве я против? Ради бога. Это настолько личное. Ну как же твои планы, диссертация? В конце концов, ведь никто не знает, где, когда. Да ну а что ты сидишь-то? Чего ты сидишь? Бери отпуск и поезжай в свадебное путешествие. Здравствуйте. Здравствуйте. Я могу уйти? Да, пожалуйста. Вы знаете, Евгений Арсеньевич, я решила оставить щенка себе. Столько черствых людей, отдашь, потом мучайся. Приобрести щенка легко, а вот попробуйте воспитать. Ну, до свидания. До свидания. Они охмуряют нас таким ангельским голосом, как будто она не только самая красивая, но самый хороший и искренний человек. Да не, Кость, это совсем другое. Надоели все эти разговоры, лица. Все пересказывают друг друга. Ой, ну перестань. Маша. Маш! Ой, Женька пришел. Здравствуйте. Здрасте. Маша. Костя, мой друг. Очень приятно. Проходите, пожалуйста. А это вот Люба с Валей. Мы с ними 2 года в одной комнате живем. Жили. Женя. Че? Жили, говорит? Люба. Женя. Люба. А мы тут из училища шли мимо и решили заскочить на минутку. А, понятно. Ну, нам пора. Да ты что, Люб? Подождите, Да ты что, девчонки, с ума сошли, что ли? Давай садись. Да ладно вам, уговорили. Трудом, правда. Давай не быстро стулья. Ага. Ой. Опа. Садись, Маш. Да не, лучше здесь. А? За что будем пить? А теперь принято пить без тостов. Это как же так? А выпьем просто за вас. Ну и за вас. А вы хитрый. Ну Машка, он у тебя Ой, хитрый. тарелки забыла. Да, еще какой хитрый. А у тебя полная перемена декорации. А, это все Маша. А сейчас не модно загромождать комнату излишней мебели, правда? Особенно, когда работаешь врачом в районной поликлинике. Вообще-то у вас хорошо. Только высоковато. Как в самолете голова кружится. Это надо шампанского. А может, от смены давления. Маш, в этом году спасибо вообще большое. резко скачет давление. Да. А из Ирландии, говорят, из Гренландии к нам циклон пришел.
Наверное, чтобы встретиться со своим другом антициклоном. А по-моему, педагог и врач наиболее близкие специальности. Маш, плесничек, а? Они обе касаются не бездушной техники, а непосредственно человека. Да, и чем меньше они его касаются, тем ему легче. А вы знаете, кругом такие снежные заносы даже в Африке. А еще наводнения. А землетрясения какие? Вот в Перу тоже. Да. Читать газеты надо. Вот вы научились пересаживать сердце? Я? Нет, серьезно. А справиться с обыкновенным гриппом не можете. Вот у нас в декабре вся группа переболела и разными формами. Бестемпературный, азиатский, Гонконг какой-то. Культурные связи. Но ведь эпидемии приносят большой ущерб народному хозяйству. Правда? Вот вы как врач, что думаете по этому поводу? Я думаю, что эта проблема будет решена при жизни нынешнего поколения. Машенька, а чего вы молчите? А разве я молчу? А вы знаете, что Маша у нас почти что отличница? Да? Так что не перегружайте ее чересчур работой. Это я вам как староста говорю. И вообще пусть будет равноправие, а не домострой. Естественно. А вот у вас есть два пути к цели. Один по тропинке, но кругом, а другой через забор, но прямой. Какой вы выбрали? А я в юбке или в брюках? Ясно. А что вам показалось веселее? Человек упал в лужу или же корова растянулась на паркете? И то, и другое грустно. А почему вы такие вопросы задаете? А это из одного польского журнала. Там сказано, что если хочешь узнать человека, то задай ему эти вопросы. Ясно. А потом по шкале посчитай количество очков. Ну и сколько же я набрала? О, вы у меня выросли прямо до потолка. А потолки сейчас низкие. А вы знаете, мы решили вам устроить комсомольскую свадьбу. Но я уже вышла из комсомольского возраста. А совещательно? Часть средств выделит комитет и подарок подбросит. Телевизор, например, чем вам плохо? Но есть только телевизор. Внимание! Внимание, товарищи! Ну, Кость, ну что ты? Ну что? Вот. Мы нашей комнатой решили подарить вам фужеры. Так что не бойтесь. Ну, ребята, вдохните и не дышите. Только как поставить себя сначала? Что значит поставить? Как себя поведешь? Как сначала поведешь, так все и будет. Если любят, все будет хорошо. Главное, что вдвоем, без соседей, без родителей. Вот это точно. Никто мешать не будет, сама себе хозяйка. Ну что тебе сказать, очень милая девочка, провинциалочка. Впрочем, мы-то знаем, что все великие люди вышли из провинции. Ой, счастливая ты, Машка. Нельзя, конечно, сказать, чтобы он был красавец. Улыбка хорошая. Хорошо, что высокий. Мне нравится высокий. Ну какое имеет значение, высокий или низкий? Главное, чтобы человек был хороший. Но существует такое понятие «люди одного круга». Его пока еще никто не отменял. Впрочем, если есть чувства, то конечно. Я бы родила сразу. Ты что? Ей учиться надо. Машка, и не вздумай. Прекрасно. Пусть кончит училище, а потом все что угодно. Будет И берем будем ей все помогать. Мои хорошие. Дамы, прошу автомобиль. Можем прокатиться, если бесплатно. Ну как тебе мои девчонки понравились? Угу. Твой Кость тоже ничего. Да. А вообще хорошо, что они ушли, правда? Угу. Я тебя так редко вижу. Вот это да. Так, попались. Сейчас посмотрим. Знаете, Альбина, я думаю, надо сделать еще один снимок. Где-то проявлен. Да, хорошо. Я узнала, что у тебя сегодня нет приема. Погода такая отличная. Ага, спасибо. Эй, героиня, ты что же меня не узнаешь, а? А это кто? Твой герой, да? Это моя пара, Леша Семенов. Он меня слушает. Она у нас Да, молодец. отлично. Догоняй Ладно, беги. ее. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Я вижу, вы переквалифицировались в педиатры. Да не, я просто поступил в детский сад. А это моя строгая воспитательница Марья Антоновна. Хотите Очень пирожок? приятно. Нет. Моя знакомая. Спасибо. Ну, теперь я начинаю понимать, почему тебя совершенно не видно. А мы с Инной тебя недавно вспоминали. Да? А вы приходите к нам в гости. Будем очень рады. Хорошо, приду. Да. Ну, что новенького-то? Да ничего, ходили в Пушкинский музей, смотрели постимпрессионистов. Вам нравятся постимпрессионисты? Да. Гоген очень хорош. Любите Гогена, да?
Нет. А кто из них вам нравится? Все, кроме Гогена. Ну ладно, Лен, мы пойдем. Привет, ребята. Ну, до свидания. Все же я вам советую сорваться с мертвого часа и пойти посмотреть. Очень милая у тебя знакомая и красивая. Да. Только у нее какие-то странные глаза, как не настоящие. А постимпрессионисты это кто? Ну, это французские художники. Иногда подумаешь, как мало знаешь. Даже страшно. Слушай, Жень, давай пойдем на постимпрессионистов. Давай. Вот так. Дождалась папу? Да. Мы сейчас соберемся. Вставай. Синие цветочки. Ты моя хорошая. Маш, подежурь за меня сегодня, очень прошу. Старшего в армию провожаем. Ой, Господи, Вера Ивановна, сегодня ну никак, честное слово не могу. В другой раз, пожалуйста, а сегодня ну правда, поверьте. Может, Зина согласится? Что я буду делать? До свидания. До свидания. До свидания. Меня муж дома ждет. Женька, вот здорово, что мы вместе пришли. Сейчас тебя обедом покормлю. Ты будешь меня ругать, но я сегодня разорилась. Истратила всю стипендию. На это тебе держи. Смотри, постимпрессионисты. С трудом достала, целый месяц гонялась за этой книгой. А ты что не раздеваешься? Мы что, куда-нибудь идем? Я просто договорился встретиться с Костей по делу. А тебе от профессора Одинцова звонили. Телефон оставили. Ага. Я сказала, что ты позвонишь, а работать у них не будешь. Правильно. Ну ладно, Маш, я пойду. Перчатки одень. Да нет, там тепло. Да? Кто это? Я. Ну, кто я? Ну, я. О, Господи, Машка. Ну, куда-то исчезла. Ты где? На дежурстве. О, а я уж в милицию хотел звонить. У нас как-то получилось глупо. Ну, поговорили? Да я сразу вернулся. А почему? Ну, Скучно было там. я не ходил никуда. Погоди, сейчас свет зажгу. Хорошо, что позвонила. Понимаешь, у этой женщины, вместо которой я дежурю, ну, Вера Ивановна, Ага. у нее сын утром в армии идет. Я ей сначала отказала, а потом надо было мне сразу согласиться, а я... Ну, совершила такой правильный поступок. А голос почему-то унылый. А? Да нет. Анекдот тебе, что ли, рассказать? Для бодрости. Давай. О, про лошадь, например. Ой, да 100 раз слышал. Ну, я не знаю. Ну, этот тебе нельзя. Этот знаешь. О, ну что-нибудь. Ну, про своих больных. О, есть один новый экспонат. Давай. Ну, так вот. Приходит ко мне этот экспонат и жалуется на печень. Ну, я его спрашиваю, как вы вообще пьете, нет? Он говорит, ну, как все, по праздникам. Я говорю, ну, по каким праздникам? Их много. Революционным, религиозным. Он говорит, знаете, по тем и по другим. Ничего, да? Нет, ты представляешь, каково ему было, когда я категорически предложил ему перейти на кефир и питательные смеси. Ну, Маш, я так долго могу трепаться. Ты что, всю ночь спать не будешь, да? У меня там дети, я пойду. Ну понимаю, дети, муж, хозяйство. Ты знаешь, вот когда мы вместе, труднее говорить, а на расстоянии легче. Легче. Мы с тобой так познакомились, а для меня это очень серьезно. У нас могут быть ссоры, обиды. Конечно, лучше бы их не было.
Но все равно это чепуха на постном масле. Правда? Правда. Женька, моя тетка из Можайска приехала. Вставай быстрее. Давай, она веселая тетка, тебе понравится. В булочную пойдешь, торт или конфеты купишь. Да, Жень. Понимаешь, тетка, родители, немного другие люди. Ну, в общем, это, конечно, формальности. Ты скажи им, что мы уже расписались. Скажите, когда принимает врач Никитин? Завтра с 9 утра. Спасибо. Пожалуйста. Женя! Что там нет? Полы все разлетелось. На европейском континенте похолодало. Сегодня в полдень температура воздуха была в Мадриде и Риме +1 градус, в Париже 0, в Лондоне и Копенгагене -3, в Стокгольме и Варшаве -7. В Москве и области сегодня холодно, 18-20 градусов мороза. К ночи ожидается усиление мороза до 27-30 градусов. Да? Сейчас. Женя, А? тебя к телефону. Кость, я не могу. Бери, бери. Да. Женя, ты скоро придешь домой? Да, я скоро приду. Черт его знает. Идиотизм какой-то. Понимаешь, что это выглядит ужасно. Уйти, отмалчиваться, будто я в чем-то виноват. Я завтра пойду к ней и все скажу. Я скажу: Маша, ты очень хороший человек, очень добрый, милый. Я к тебе очень хорошо отношусь. Я даже люблю тебя. Но как я могу брать ответственность за... когда еще в собственной жизни не разобрался? Я еще сам не знаю, как ее сложить. А тут уже все запрограммировано. Но ты же говорил, что, может, самое прекрасное в жизни – это возможность выбора. Вот эти 2 минуты, они же никогда не повторятся. Я их прожил. Так я их хочу прожить так, как я хочу, а не так, как кто-то хочет. Ну что ты молчишь-то? Что ты молчишь?
Маша? Да, ну что же, все правильно. Костя, узнай. Алло. Алло, будьте добры, товарищ вахтер. Скажите, пожалуйста, к вам сегодня приходила Мария... Савельева. Мария Савельева. Да. А когда? Утром? Чемоданами? А, спасибо. Нет, это ее двоюродный дядя. Всего хорошего, спокойной ночи. Да. Графиня не бежит изменившимся лицом пруду. А что делать? Ты мне нравишься. И потом, могу же я нарушить табу? Ты, наверное, меня осуждаешь? Кто, я? Да. За что? Ну как же, мы с Инной все-таки подруги. О, Господи. Я у нее только для интеллигентных разговоров. Неправда. Ты ей нравишься. Наверное, потому что терпеливо выслушиваю все новости. Мама, это я. Угу. Приду. Нет. Ну ладно. До свидания. Ты чего? А так, подумала. В романах прошлого века, когда девушка приходила в дом молодого человека, это был ее героический шаг. А теперь? А теперь для следствия нерегулярной работы городского транспорта. Да нет. Теперь это тоже сложно. Кстати, а что ты им сказал, когда я вдруг исчезла, а? Ну, я сказал, что ты поехала на такси одна домой. А здорово мы всех обманули. А? Да. Обманули всех. Ты находишь, что мы чем-то похожи друг на друга? Только у меня волосы длиннее. Может, нам не расставаться? Что ты? Я уже однажды такую глупость сделала. Так, пожалуй, спокойнее. Кстати, чем у тебя закончился роман с этой милой воспитательницей? Это уже было. Точно так же. Горела свеча. Странно. Хочешь, я вызову такси? А? Мама? Ну как вы там? А, замотался. Нет.
Зайду обязательно. Ага. Ну, пока. Остановитесь. 23. Хорошо. Фамилия? Иванова. Вдохните. Не дышите. Не двигайтесь. Одевайтесь. Следующее. Будет 24. Да. Вдохните. Не дышите. Одевайтесь. Следующее. Оль, я пошла. Маш, подожди, я только кофточку надену. Давай быстрее, опоздаем. Да ладно тебе. Да пошли скорее, девчонка. Все, пошли. Да ладно. Свидание. Простите, у вас тут практиковалась Маша Савельева. Да она уж 2 недели как практику окончила. Если надо, значит надо, значит будут свистеть сады. Пусть метели бушует рядом, если надо, растопим льды. А нам не страшен ни вал 9, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята 70-х широты. Ведь мы ребята 70-х широты. Сцена из комедии Гоголя «Ревизор». Действующие лица и исполнители. Анна Андреевна, студентка 3-го курса Федоровская. Марья Антоновна, студентка 1-го курса Бугаева. Ну, Машенька, нам пора заняться туалетом. Он в столичной школе. Боже, сохрани, чтобы чего-нибудь не смеял. Тебе приличнее всего надеть голубое. Тебе приличнее всего надеть голубое с мелкими оборками. Мне голубое не идет. Что вы, маменька? Лучше я надела цветное. Я, например, одену палевое. Вам палевое не идет. Мне палевое не идет. Не идет. Нужно, чтобы глаза были совсем темные. Художественный театр. А у меня разве не темные? Самые темные. Я гадаю всегда на себя, как на трефовую даму. Я и гадаю всегда на себя, как на трефовую даму. Ах, маменька, вы больше червонная дама. Я очень люблю палевое. Пустяки. Совершенные пустяки. Я никогда не была червоная дама. Нет, червонная дама. Это как вдруг вообразится. Червоная дама. Да перестаньте вы, что вы зеркало не видели? Тихо! Внимание! А теперь по техническим причинам студентка Савельева прочтет стихи собственного сочинения. Это вообще-то не мои стихи, это мы с группой вместе на прогулке сочинили. Вертолет жужжит, как стрекоза. Тень его упала на глаза. Ухватиться бы за эту тень и перелететь в весенний день. Почему у ежика колючки? Без колючек было б жить бы лучше. Почему колючки у ежа? Может, без колючек жить нельзя?
Молодой человек, вы заняли мое место. Скажите, пожалуйста, у вас преподает Маша Савельева? Да, преподает. У нее сейчас как раз урок природоведения. А где это вы не могли бы сказать? А вон там, в оранжерее. В сущности, в чем ты виноват? Ты просто меня не любил. Неправда, я просто... Так я тебе даже благодарна. Ты меня многому научил. Я что-то поняла. Вообще не понимаю, что произошло. У меня было дрянное настроение. Неприятности на работе. А ты взяла и ушла. Вообще можно поспорить, кто из нас прав в этой ситуации. Я пойду. Да, но вы мне... упало? Да, правильно. Маша! Привет. Привет. Хорошо, что я тебя нашел. Мне сегодня потрясающе повезло. Достал 2 билета в комедию Таганка. Нянечка в клинике Кости и двоюродная сестра теща градировщика. Так что мы с тобой... Не могу, в кино иду. Ну хорошо, тогда вместе Марья пойдем. Антоновна, почему вы к нам в садик не ходите? А я в школу поступила. Здрасте. Здравствуйте. Ну, Анечка, привезти тебе разноцветной бумаги? У нас на работе много-много разноцветной бумаги. А разве можно на работе бумагу брать, а? До свидания. До свидания. Пока. Правда, тетя Тамара веселая? У нее только губы веселые, а глаза злые. И много разговаривает. Маш, подожди минуточку, я только билет возьму, ладно? Давай быстрее, а то меня ждут. Кто? Один знакомый. А я его знаю? Нет, недавно познакомилась, шла из училища. Так. Хорошо. Значит, ты уже знакомишься на улице с кем попало? Даже во времена наших бабушек знакомство на улице не считалось преступлением. Вот, например, известный деятель медицины Евгений Никитин. Ну ладно. По идее, должен набить ему морду. Ты моя жена. Ну, знаешь, Женя, если мы будем так говорить, нам лучше вообще не видеться. Мне нужно с тобой серьезно поговорить, чтобы нам никто не мешал. Понимаешь, раньше я для них была просто воспитательницей, а сейчас они считают, что нет такой вещи, которой бы я не знала. Все почему, да почему.
А попробуй мне ответить. От твоего авторитета ничего не останется. У тебя новая прическа. Да, это уж давно. Маш, давай считать, что мы только с тобой познакомились. Меня зовут Женя. Я врач. А ты, Маша, педучилище, 3-й курс. Как ты догадался? Ну, я же рентгенолог, я все вижу насквозь. Мною придуман, по-моему, совершенно гениальный план покорения уроженки города Можайска М.А. Савельевой. Как интересно. Каждый день я встречаю ее после работы и провожаю, куда бы она ни шла. Подкупленные мной подруги весь день жужжат ей о моих достоинствах. Ну, а кроме этого, я покупаю абонемент в музей пожарного дела. С обязательным посещением 2 раза в неделю. Таким образом, у нее остается время только на беглое приготовление уроков и максимум овсяной каши. Вообще не надо. Ну ладно, тогда... А вообще девчонки совсем одурели от солнца. Бегают с занятий, бродят по улицам. Любка чуть не плачет. Ей как старости больше всех попадает. Маш, я не могу так. Но я не знаю, как сказать. Я не могу без тебя. Мария Антоновна. Мария Антоновна. Здравствуйте. Здрасте. Ну иди садись к окошечку. Подросла. Хорошая погода. Да, тепло сегодня. Ну что, не забыла меня? Ну да. Видишь, какое здесь движение? Ага. Ой, я туда пойду сяду. Уходишь? Нет. Чего смеешься-то? Смотри, смотри. А у вас дела в городе? Да нет, просто еду без всякой цели. Всю зиму не выбирался. Мы тоже погулять решили. Может, в кино, может, еще куда попадем. А вы с нами в кино пойдете? А знаете что? Давайте пойдем в музей пожарного дела. А разве такое существует? Экспозиции, которые представлены на этой стене, посвящаются пожару 1812 года. Значит, вот изо всей истории пожаров Москвы это был самый крупный, самый опустошительный пожар. Нашествие Наполеона на Россию. Сейчас в соборе находится филиал исторического музея. Перед собором мы видим с вами памятник Минину и Пожарскому. Это также памятник национально-освободительной борьбы нашего народа. Героям 1612 года Минину и Пожарскому, под руководством которых Москва была освобождена от польских интервентов. Памятник этот сооружался в 1818 году по проекту Маркоса, скульптора украинского, и он изготовлен на народные деньги. Почему у нас Москва одна, а здесь совсем другая? Ну, потому что это старый город. Как наш дедушка Коля? Да нет, намного старше. Кто в этой Москве живет?
В основном разные учреждения. Ой, какие сердитые львы-то. У них хвосты в комнате лежат. А в этом доме кто? Сейчас глав Снабпродсбытметаллпром, а раньше жил один граф. А граф это человек или учреждение? Граф это очень богатый человек. А зачем эти каменные дяди нужны? Без них дом упадет. Ну вот еще, они просто для красоты. А почему на нашем доме не сделали для красоты? Интересно, вот если надо, ты, мы готовы бежать посреди ночи к незнакомому человеку, чтобы хоть чем-нибудь немного ему помочь. Тут не рассуждаешь. Профессия. А почему же, когда дело касается, в общем, вне этого, мы бываем совсем другими, а? Что верно, то верно. Думаем, что все еще впереди, а на самом деле половина жизни уже прожита. Ну сколько осталось? Лет 30, не больше. Да. Мы привыкли ценить вещи, удобства, а людей? А вот ты кому-нибудь нужен? Маме. Плохо мне, Костя. Я думал, что это так. Понимаешь, был человек, которому я был нужен. И вот. А ты знаешь, я тебе завидую. Честно, завидую. Ну-ка, марш домой. Сейчас ты меня получишь. Ну перестань, нянечка. Скажите, до Ленинского проспекта доеду? Доедь, садись. Ну, перестань. Просто устала она. Ой, я вспомнил, у нас дома хлеба совсем нет. Вы постойте тут минуточку, а я сбегаю в Хорошо. булочную. А мы сейчас поиграем, Санечка. Ну-ка, догоняй меня. Ну никак мне ее не догнать. Аня, стой сейчас же! Ты что, хочешь попасть под машину? Ну, видишь, как они здесь носятся? Помнишь, чему я вас в садике учила? Ничего ты не помнишь, все ты забыла. Вот скажу папе. Сядь спокойно. Аня, я просила тебя, посиди немножечко. Идем домой. Сейчас.
галстуке, в коричневой рубахе, весь в орденах, войдя в имперский зал, фон Боку и фон Клейсту, трясущимся от страха, он грозно, как Бонапарт сказал: я усики, железный крестный. Зимой под Сталинградом коленкою по шее. Теплая погода, установившаяся в последние дни по всей европейской территории страны, формируется обширным антициклоном. В Москве сегодня малооблачно, без осадков. Ветер южный, слабый. Температура воздуха 23-25 градусов. Температура воды в Москве-реке 20 градусов. Такая погода сохранится в течение всей недели.